Друзья, приветствую вас! Если мы посмотрим рейтинги лучших дизайнерских работ Джорджетто Джуджаро, то вряд ли там обнаружим автомобиль Lancia Delta. Ведь общеизвестный факт, что нарисовать красивый, но при этом дешевый автомобиль – это гораздо более сложная задача, чем нарисовать один из тех, которые присутствуют в упомянутых рейтингах. Она дебютировала в 1979 году и сразу же стала автомобилем года в Европе. С точки зрения дизайна это довольно удачный автомобиль, ведь он вписывался в тренды, которые прослеживались в конце 70-х, начале 80-х годов. Как и в автомобилях, так и в архитектуре в те времена прослеживались такие выверенные, рубленые формы. Дельта — это, наверное, такой модернизм в мире автомобилей. Она построена на платформе Fiat Ritmo, но при этом сильно переработанной. У нее модернизированная подвеска, стойки типа Макферсон на всех колесах, более жесткий кузов, переработанная линейка двигателей и гораздо более богатое оснащение. Но когда мы сейчас заглядываем внутрь этого автомобиля, то, конечно, не совсем понятно, что значит более богатое оснащение. Выглядит все крайне аскетично, машина воспринимается именно пустой и слабо оснащенной. Но на то время это была достаточно богато оснащенная машина. С завода устанавливался не только мощный отопитель, который, кстати, разрабатывался при помощи инженеров Saab. Это делалось для того, что на внутренний рынок она должна была поставляться под брендом Saab и называться Saab 600. Можно было заказать также и кондиционер, передние электрические стеклоподъемники. В стандартное оснащение входил регулируемый по высоте руль. При необходимости можно было заказать раскладывающее заднее сиденье. Это все, с одной стороны, очень стандартизировано, но, тем не менее, это действительно практичные и необходимые для жизни вещи, которые люди замечали, которые покупали. Они имели для них значение. Так же, как имел значение, упомянутые в буклетах, бампера. То есть они преподносились как ударопрочные из специального материала. Это сейчас мы абсолютно не задумываемся, из чего сделаны бампера. А тогда ударопрочный пластик воспринимался какой-то новинкой. И, кстати, бампера можно было заказывать в цвет кузова. Car of the Year, 1980. Если мы говорим о нашей машине, это экземпляр 1982 года с достаточно богатым оснащением, с электростеклоподъемниками, с раскладывающимся диваном, двигатель 1.3. Кстати, он на этой машине уже немного модернизирован, 78 лошадиных сил. Можно сразу заметить, что в салоне нас встречает такая довольно уютная обивка клетчатая. Il rivestimento di velluto dei sedili è a piegoni e privo di cuciture, secondo una tecnica utilizzata in arredamento e applicata per la prima volta nelle costruzioni automobilistiche. Как выглядел типичный покупатель в Италии того времени? Это, наверное, так стильно одетый итальянец в таких квадратных очках. Он едет по Риму, слушает какой-нибудь хит Рики Повери, который только что вышел, курит сигарету. Пепельниц в этой машине достаточно. Это тренд автомобилей тех лет. Проезжая мимо, люди, девушки, вот, например, они, наверное, вслед ему говорят: знаешь, с этого года эту машину можно заказать с автоматической коробкой передач, и даже можно заказать обивку от Zegna. Именно Zegna поставляла вот эту опционную клетчатую обивку на эти автомобили. То есть машина была интегрирована в вот эту модную жизнь Италии тех лет и таким образом отвечала тому, как должен выглядеть и как должен быть оснащен типичный итальянский автомобиль тех лет. Delta LX, la versione esclusiva di un'auto esclusiva. Oui, je suis Catherine Deneuve. Поэтому давайте сейчас сядем и прокатимся, посмотрим, что из себя представляет Lancia Delta 1.3 на сегодняшний день с точки зрения человека, который поездил на более мощных ее версиях. Ну что, едем за рулем Lancia Delta 1.3. И первое, что бросается в глаза, это приборы. Их шрифт практически точно такой же, как в дальнейшем использовали на АвтоВАЗе на переднеприводных моделях. И в целом есть некие ассоциации с автовазовскими машинами, но тем не менее эргономика тут получше, больше всяких возможностей. Есть передние и задние противотуманные фары, более удобное управление микроклиматом. Рулевое управление тут речное, но без усилителя. Ну, руль в меру информативный, но, конечно, какую-то быструю езду абсолютно не подстегивает. Коробка пятискоростная, естественно, ручная. У нас тут стеклоподъемники.
Посадка типичная итальянская, с такими немножко согнутыми коленями, хотя человеку с моей комплекцией тут довольно удобно. И в целом салон более-менее просторный для машин тех лет. Что касается динамики, 15 секунд до 100, сами понимаете, тяжеловато ей в современном транспортном потоке, но как-то можно держаться. 160 км в час максимальной скорости, двигатель такой тяговитый, удобный в городе, не особо подстегивающий на быструю езду. И вообще она более такая комфортная и удобная машина для того, чтобы использовать ее каждый день. И в этом плане она отлично свою функцию выполняла. Immaginate di essere al volante di una Delta 4 volte campione del mondo rally. Immaginate di essere a Monte Carlo. Immaginate di guidare sulle stesse strade dove la Delta ha trionfato. Immaginate di correre verso il traguardo. Ma scusate, cosa state immaginando? Кстати, тормоза тоже достаточно вялые. Они чем-то напоминают те, которые используются на «Жигулях». Спереди дисковые, сзади барабанные. И вот можно ли сказать, что у этой машины есть какие-то задатки, как у спортивной? Как-то они не особо чувствуются. Но, тем не менее, в 1982 году они представили модификацию GT. Это 1,6-литровый двигатель, 105 лошадиных сил. И до 100 эта машина уже разгонялась аж за 10 секунд, что было неплохо до того времени. И максималка была 180 км в час. На ней уже были дисковые тормоза всех колес. На ней были некие атрибуты, которые характерны для автомобиля с названием GT. Но первой по-настоящему производительной машиной под именем Lancia Delta была модификация HF Turbo. Вышла она в 1983 году. И имела она уже 128, а позже и 138 лошадиных сил. То есть, как вы понимаете из названия, использовался там уже глубоко переработанный двигатель с турбонаддувом. И, кстати, интересно, что название HF впервые использовалось на Lancia с того момента, как выпускался Stratos. И переводится HF как High Fidelity или высокая точность. Годом позже, в 1984-м, они уже представляют модификацию HF Turbo Martini. Это точно такая же машина, на которую также можно заказать сиденье Рикаро и много атрибутов, которые уже, можно сказать, соответствуют имени горячий хэтчбэк. Но Martini не просто так в названии появилась. Это отсылка к победе 037-й Lancia в чемпионате по ралли. Мы видим, что Lancia пытается хоть как-то пользоваться раллийными успехами. Но, конечно же, Дельта бесконечно была далека от каких-то раллийных побед. Это была абсолютно гражданская машина, хоть в этот момент уже и разрабатывали Дельту S4. Но у этой машины, наверное, только название имело отношение к Дельте. Это была полностью другая, как мы знаем, машина. Казалось бы, что ничего не предвещает каких-то перемен и каких-то надежд для Дельты, и она продолжит свою гражданскую и скучную жизнь. Сегодня бренд Abarth известен нам по спортивным модификациям автомобилей Fiat. А что же было в 70-е и 80-е годы? В 1978 году в концерне Fiat приняли решение, что они хотят объединить гоночное подразделение Lancia и спортивную команду Abarth. И назвали ее Attiva Sportiva Abarth. И возглавил ее Чезаре Фьорио. Он уже на тот момент был очень известным человеком, имел уже тесные связи с Lancia, так как его отец работал еще в Lancia. И он сам возглавлял и спортивные команды, и имел определенные контакты во всем концерне Fiat на тот момент. Такого авторитетного человека не случайно поставили, потому что амбиции были очень большими, и организация была крайне серьезная. Они брали на работу только профессионалов с профильным опытом. Кроме того, если не хватало каких-то людей, даже базовых каких-то механиков, которые делали какие-то достаточно простые операции, их добирали уже на заводе Fiat или каких-то других людей из концерна. То есть только самые опытные люди. Кроме того, у них был, естественно, доступ к лучшему оборудованию, ко всем ресурсам завода. В распоряжение было дано несколько вертолетов, которые занимались разведкой и смотрели трассы и понимали, где и какие машины будут ездить, как их готовить. С самого начала, с 1978 года, когда это было задумано, у них были самые большие амбиции.
и, соответственно, за ними стоял вот такой вот серьезный человек. Машины собирались в мастерских Абарт. Независимо от того, это были Fiat, Lancia или Альфа Ромео, они получали последовательные индексы. Не было такого, что у Fiat одни индексы, у Lancia другие. Они шли четко, последовательно, в соответствии с тем, как машины разрабатывались. В 1978-м они начали, занимались 037, занимались Delta S4. И вот когда они занимались Delta S4, думали ли они, что им скоро предстоит работать с весьма заурядной машиной? И сейчас я говорю вовсе не о Fiat 500. В 1982 году на смену группе 5 спорт-прототипы приходит группа «Б». Ярким представителем группы 5 как раз является Lancia Stratos HF. Это чемпион и очень известный и именитый автомобиль. И второй чемпион – это уже чемпион группы «Б» – Audi Quattro. Две легендарные машины двух разных эпох. Настает 1986 год. Наверное, 86 год – это такой уже расцвет группы «Б». И в Португалии случается инцидент. Ford RS200 на полной скорости влетает в толпу зрителей, и 3 человек погибают, и множество получают тяжелые травмы. После этого Ford принимает решение уйти из этой категории ралли. Но все-таки финальным аккордом можно считать то, что случилось в мае на этапе Тур де Корса. Экипаж Генри Тайванена и его штурмана на Дельте S4 вылетают с трассы, машина загорается, они погибают на месте. Non me lo sa dire, Tiziano da Arnaldo. Tutte le squadre Martini rientrare da ghiaccio. И вот именно, наверное, вот этот этап стал определяющим, и после этого стали идти разговоры о том, что этот чемпионат, группу «Б», нужно отменять. За вот этой сумасшедшей гонкой, за скоростью, за результатами, за техническими какими-то данными все уже позабыли, что такое безопасность зрителей, что такое безопасность самих пилотов. И машины проектировались так, что никто уже о безопасности не думал. Те же гонщики Lancia сидели буквально на топливных баках. Повсеместная экономия на весе сказалось в том числе и на прочности каркасов безопасности, потому что они были недостаточные для такой дикой энерговооруженности. В 1986 год официально FIA выносит решение о том, что группу «Б» будут закрывать. Мало кто знает, что в 1986 году уже существовала группа А. Это был такой демократичный, более простой чемпионат, в котором использовались более простые и нехитрые автомобили наподобие Volkswagen Golf и GTI. И как только в 1986 году произошли известные события, то в FIA было принято решение, что именно регламент группы А будет взять за основу международного чемпионата по ралли. Но, конечно же, правила были так или иначе адаптированы и скорректированы. И самая основная разница заключалась в том, что если в группе «Б» амалогационная партия автомобилей составляет всего 200 штук, а 200 машин можно было сделать абсолютно любых, инженеры, конечно же, могли полностью раскрыть все свои фантазии и желания и сделать практически любую машину, и более того, ее, конечно же, продать, потому что коллекционеры с радостью взяли бы и купили такую машину, которая в дальнейшем представляла очень большую ценность. А вот в группе А они решили, что амалогационная партия будет аж
5000 автомобилей. Причем их надо выпустить за 12 месяцев. До начала чемпионата 1987 года оставалось и вовсе 7 месяцев. Поэтому за 7 месяцев нужно было выпустить 5000 автомобилей. Ну и, конечно же, все побежали смотреть, что у них есть в текущих модельных линейках. Audi взяли модель 200 и, кстати, посадили за руль Вальтер Рёля. Ford взяли Sierra, Volkswagen взяли Golf, Mazda взяла 323. А Lancia, естественно, обратила свой взор на свой пятидверный хэтчбэк, пятидверный семейный автомобиль. Сразу же возникает вопрос, какая будет homologaционная модель? Последняя, самая мощная версия, которая была в текущей линейке, представляла из себя переднеприводный автомобиль под названием HF Turbo. Неужели эта машина станет той самой основой для раллиного автомобиля? Эксперименты с полноприводными дельтами существовали еще в 1982 году. По заказу Lancia в Ital Design решили на основе модификации 1.6 турбо разработать автомобиль с полноприводной трансмиссией. Но такой автомобиль в серию не пошел. И, знаете, сразу возникает вопрос, зачем нужен подобный автомобиль? И, на самом деле, ответы, они рядом. Надо всего лишь посмотреть на автомобили того периода. Известная Panda 4x4, это, можно сказать, уже сегодня культовая модификация, она появилась в 1983 году, то есть буквально рядом. И, возможно, в концерне Fiat, в принципе, размышляли, какой из автомобилей им взять за основу и иметь такой некий демократичный бюджетный автомобиль в текущей линейке с системой полного привода. А зачем они, в принципе, нужны, такие машины? Дело в том, что, как мы знаем, в Европе есть очень много регионов, где зимой идет снег, ездить по дорогам с системой полного привода будет гораздо более комфортно и практично. Думаю, что именно с этим расчетом изначально они смотрели в сторону этой модификации. Причем самое интересное, что если мы смотрим всякие модификации Porsche 911, в том числе там 964 модель, то можно встретить даже кабриолеты с полным приводом Carrera 4. То есть получается, что люди, например, заказчики часто в Швейцарии хотели именно такие машины, потому что летом они могли ездить с кайфом, с открытым верхом, а зимой заехать в свой дом, если выпадет снег. С этого все началось. Ну, давайте вернемся к нашей хронологии событий. 1986 год, Туринский автосалон. Это у нас, получается, апрель месяц, и на нем была, кстати, представлена тема 832. Это та самая машина, у которой стоял двигатель Ferrari. Также там представили модификацию под названием HF4VD. Из названия следует, что это полноприводная машина. Она была оснащена чугунным двухлитровым двигателем Twin Cam 2 литра. 165 лошадиных сил, естественно, турбированные. Система полного привода и по сей день можно считать достаточно передовой, не устарелой. Сзади у нее межколесный дифференциал Торсон, по центру вискомуфта, и спереди тоже дифференциал, но свободный. У ранних модификаций Дельта мощность распределялась больше в пользу передней оси, а позже уже стала идти в сторону задней оси в результате каких-то раллиных, наверное, корректировок и пожеланий гонщиков. Возникает такой вопрос. Вот интересно, что первые события, которые пошатнули группу «Б», это, соответственно, авария, в которую попал Форд, и она была до автосалона в Турине. Тогда как события с Генри Тайванином, они произошли уже после автосалона. И вот сразу начинаешь думать, были ли какие-то мысли у Лянчи касательно того, что нужна какая-то полноприводная машина для того, чтобы в дальнейшем ее использовать в гонках, или это просто совпадение? Я думаю, что на самом деле, скорее всего, это просто совпадение, которое случилось, потому что Дельта, как мы уже заметили, она постепенно эволюционировала, она появилась как простой вот такой вот семейный хэтчбэк, потом появилась модификация GT, потом HF Turbo, и, наверное,
HF4WD – это такое логичное развитие модельной гаммы и попытка еще больше привязаться к раллийным успехам марки и к тому, во что они вкладывали очень большие деньги. Большим успехом это оказалось, что такая машина была, потому что, естественно, она очень хорошо подходила как основа для будущего автомобиля, который поедет в чемпионате группы А. Интересно, что система полного привода на Дельте была по своей архитектуре похожа на ту, которая использовалась на машине группы Б, на Дельте S4. Тогда как тот прототип, который был до этого в 1982 году разработан с помощью Italdesign, он имел другую конструкцию, то есть они это не использовали. Мы, наверное, представляем эту модификацию HF4WD как такую уже всем известную машину Lancia Delta Integrale, но на самом деле она выглядела гораздо более демократично и гораздо более просто. Это не такой брутальный раллийный автомобиль, наоборот, очень такой скромный хэтчбэк, который не очень сильно отличался от такового, который использовался в гражданских версиях. И вот давайте сейчас разберем, какие детали сделали из обычной переднеприводной дельты вот именно эту модификацию HF4WD. Пожалуй, самым запоминающимся изменением у раллийной дельты можно считать специфические передние осветительные приборы. Они перед нами, они уже сделаны из двух осветительных элементов, и можно заметить, что здесь есть специальные решетки. И решетки – это как раз то, чего Дельте всегда не хватало. То есть охлаждение, подкапотное пространство довольно плохо продувалось, и всю свою жизнь Дельта и затем Интеграле они боролись именно вот с этим недугом, с недостатком в охлаждении. Причем, как мы понимаем, они уже появились не просто на homologaционной машине, а на автомобиле, который будет серийный. То есть даже серийной машине было нужно вот это вот охлаждение. Кстати, сейчас такие фары в большом дефиците и стоят достаточно дорого. Кроме того, кроме этих осветительных приборов, естественно, там были специальные колесные диски 15-дюймовые, они у нас здесь тоже представлены. Прежде чем мы перейдем к полному описанию, что из себя представляла вот в плане декора, оформления эта модификация, давайте попробуем прикрутить вот эти вот фары на нашу машину, поставить колеса и посмотреть, как она преобразится и поменяется. Нам осталось добавить последний штрих – это чуть-чуть занизить наш автомобиль. Но список доработок, модификаций HF4WD, конечно, был гораздо шире, чем мы сейчас перечислили. И люди, которые впервые встретили этот автомобиль, конечно же, никоим образом не были разочарованы тому, что у него плоский кузов, потому что они даже еще не предполагали, что их ждет в будущем. Список этот был довольно обширный, и он из себя представлял и другие бампера, и накладки на пороге, и отсутствие хрома в оформлении кузова, кроме решетки радиатора. Но на решетке появились такие фирменные красные окантовки вокруг отверстий. Был свой дизайн колесных дисков. В салоне нас встречает фирменная обивка, которая была на дверных картах, а также на сиденьях, причем независимо. Это были базовые сиденья или опционные Рикара. Это сочетание алькантары и ткани Гарлем. Это ткань на шерстяной основе с такими полосами, как, если вы обратите внимание, даже на раллийные машины, при открытых дверях видно вот эти полоски и фирменный такой характерный цвет для этих машин. И, кстати, эту ткань им поставлял итальянский дом моды Missoni.
появились фирменные, наверное, для всех будущих модификаций HF и для интеграли, и для прочих приборы, которые были сделаны желтым специальным цветом. Множество таких гордых шильдиков красного цвета по всему кузову о том, что у вас именно модификация HF4VD. Все это вот великолепие, вот эта красивая машина, которая появилась на Туринском автосалоне в 1986 году, была передана специалистам раллийной команды Abarth для того, чтобы строить раллийную основу для гоночного автомобиля. 1986. Lancia's development team is ready. Thanks to the S4 experience, the four-wheel drive has no more secrets, and the Delta 4DW is mass-produced. Germany, 44 points. Great Britain, 39 points. Great Britain, 39 points. La France, 56 points. France, 56 points. Italia, 67 punti. Italy, 67 points. Nederland, 28 punten. Netherlands, 28 points. Гоночная Delta HF4VD получила внутризаводской индекс Abarth SE 043. И уже в конце 1986 года вышла на первые тесты. За рулем был Мики Биазион. Miki Biasion able to use the power now of the Lancia and use more of the road with the conditions much quicker, as you can see. Lancia still 1-2. The new rally leader here really having a go. Произошло негативное событие, автомобиль был разбит, и даже для кого-то в те времена это могло восприниматься как какой-то дурной знак. Но какие-то сложности, конечно же, были, кроме того, что машина получила повреждения тестовые. Сложности заключались в том, что Дельта получила свою homologацию 1 января 1987 года, и это всего за 2 недели до первого этапа ралли, которое должно было пройти в Монте-Карло. Они успели к этому моменту построить всего лишь 3600 дорожных автомобилей. Как вы помните, необходимость минимальная homoloгационная партия, она составляла 5000 машин. Тем не менее, Fiat сумел убедить инспекторов ФИА, как это уже бывало много раз в прошлом, что у них есть еще 1400 машинокомплектов, и им просто не хватило времени их построить, и они это обязательно сделают. И, кстати, они действительно это сделали. Но это была не единственная проблема, с которой столкнулись инженеры Abarth для получения homологации. Дело в том, что они рассчитывали на такую лазейку. На серийной машине устанавливался турбонагнетатель Garrett T3, а на гоночную они хотели протащить агрегат от KKK. Объясняли они это тем, что это как бы альтернатива, что они на серийные машины будут устанавливать и Т3, и KKK. Но на самом деле, естественно, никакой вот вариант KKK они устанавливать не собирались. И в ФИА, естественно, это поняли и им отказали. Таким образом, им пришлось очень спешно адаптировать серийную турбину Т3 к гоночным условиям. Они подняли давление наддува с стандартных 0,9 до 1,6. И вот в таком виде она стартует. Машина мощностью 240 лошадиных сил и весом 1130 килограмм. Перед тем, как пойти дальше, давайте разберемся с системой начисления очков. В 1987 году в чемпионате по ралли планировалось 13 этапов. И вы, наверное, предполагаете, что, что тут разбираться. Естественно, выигрывает тот, кто за эти 13 этапов набрал большее количество очков. Все не совсем так. Дело в том, что считались лучшие результаты с 8 этапов, это если мы говорим о личном зачете, и 7 этапов, если мы говорим о командном зачете. Очки распределялись следующим образом. Первое место 20 очков, второе место 15 очков, третье 12, дальше 10 и меньше. Не нужно было обязательно ездить на все этапы. То есть, условно, какая-то команда, которая понимала, что на какой-нибудь ралли в Финляндии сложно будет набрать какие-то хорошие очки, они могли просто пропустить этот этап. Но они понимали, к примеру, как вот на этом Форде Сиерра, что на этапе Тур де Корс, это асфальтовый этап, автомобиль с задним приводом, они смогут показать свою силу. И они ехали на этот этап, потому что понимали, что он будет результативным. Кроме того, они
также и тасовали своих гонщиков. То есть они понимали, что на Тур де Корс они могут отправить человека, который умеет хорошо там ездить, у него есть хороший опыт, и у него хорошие навыки езды по асфальту. Также какие-то были специалисты, назовем так, по каким-то более скользким покрытиям. Они сажали за руль этих этапов людей. И таким образом, вот в случае с командным зачетом, повторюсь, 7 этапов, в случае с личным зачетом 8 этапов, очки суммировались, и выигрывал тот, кто набрал больше очков. И вот чемпионат начался с ралли Монте-Карло, на котором Лянча одержала победный дубль. За рулем были Мики Биазион и Юха Канкунен. 2 экипажа, 2 первых места. И дальше чемпионат складывался примерно в таком ключе. Они выиграли 10 из 13 этапов. То есть в этом чемпионате можно смело сказать, что Лянча доминировала. Судьба чемпионата решалась на этапе в Уэльс. И вот смотрите, я вам рассказывал про то, что каждая команда, наверное, имела какой-то свой заранее подготовленный график того, какие пилоты на каком этапе будут выступать. Перед этапом на первом месте был Мики Биазион. Но, то есть он и был главным претендентом на титул. Но дело в том, что он этот этап пропускал. То есть в Лянче решили, что он на этот этап не едет. А едут туда Марко Ален и Юха Канкунен. Мики Биазиону оставалось только, наверное, сидеть и смотреть, и рассчитывать на то, что у Юхи или у Марко Алена будут какие-то проблемы, и только тогда он мог сохранить свои шансы на титул. Но проблем не случилось, и Юха побеждает, и таким образом становится чемпионом за рулем автомобиля Лянча Дельта HF4VD в чемпионате 1987 года. А что говорили гонщики, которые пересели на более медленную технику с автомобилей группы «Б»? Ну, дело в том, что действительно автомобили на момент 1987 года были более медленные, потому что фактически это были серийные машины, которые наспех доработали и подготовили к чемпионату 1987 года, и выглядели они так, будто бы они вот только что выехали с обычных дорог, на них только поставили каркасы безопасности, и вот они уже гоняют по различным этапам международного чемпионата по ралли. Но при этом так было на самом деле не всегда, хотя вот в самом начале какие-то, если собирать цитаты там и комментарии про то, как ездят эти автомобили, Юха Канкунен, вот новоиспеченный чемпион 1987 года, говорил, что сесть на автомобиль группы А в 1987 году это было как пересесть с Формулы-1 на Формулу Форд. И тем не менее, машины такие были только в 1987 году, и даже по ходу чемпионата они становились от этапа к этапу быстрее и быстрее. Но в будущем автомобили группы А вообще стали быстрее, чем автомобили группы Б. Они стали гораздо более эффективными и результативными. И если мы вот говорим о том, что из себя представляют эти машины, вот рядом с нами как раз представители тех автомобилей, которые ездили в чемпионате. Вот если мы скажем про Гольф, наверное, он был компактным и хорошо рулился. Форд, он был очень мощным. У Audi была самая, наверное, продвинутая полноприводная трансмиссия, а Лянча при этом сочетала в себе все эти качества в одной машине. В заводской команде Мартини Лянча отлично понимали, что конкуренты не будут стоять на месте. И для этого они приступили к модернизации машины, которая имела, по их же мнению, ряд слабых мест. Таким образом, в 1987 году на франкфуртском автосалоне представляется новая основа для раллийного автомобиля под названием Lancia Delta HF Integrale 8V. Причем они сразу представили как дорожную, гражданскую машину, так и гоночную. И чтобы вы понимали, какая была тогда атмосфера и что вообще происходило в мире автомобилей, именно на этом же автосалоне миру предстал такой легендарный автомобиль, как Ferrari F40. Название Integrale, оно переводится
переводится с итальянского как «цельный», «завершенный». Lancia сразу же говорили о том, что это название обязательно пишется с маленькой буквы. Это та самая машина, за которую, наверное, все и любят раллиные дельты, потому что впервые они сделали модификацию, у которой было заводское расширение. То есть у нее были спереди расширенные крылья, задние широкие крылья. И для того, чтобы как раз эти задние широкие крылья исполнить, они также расширили и задние двери. Кроме того, передний бампер с лучшим охлаждением и множество разных элементов, которые характеризуют, что перед нами стоит именно модификация Интеграле. Когда машину представили, они оставили прежний двигатель, что следует из названия. Это 8-клапанный мотор, но он был также, конечно же, модернизирован и получил иную турбину с модифицированной крыльчаткой, улучшенное охлаждение и ряд мелких изменений, которые привел к тому, что на дорожной машине стало 185 лошадиных сил вместо 165, и до 100 она уже разгонялась за 6,6 и до максимальной скорости 215 км в час. Но, как мы понимаем, все эти красоты, все эти расширения и брутальные элементы были сделаны прежде всего для гоночного автомобиля, а не для серийного. Но, конечно же, тот факт, что линейка Дельты менялась постоянно, это и подстегивало спрос на них. Расширенные крылья позволяли установить колесные диски до 16 дюймов на гоночной машине, увеличенные тормоза. Кроме того, они переделали конструкцию подвески и получили как раз то, чего им не хватало. Ход подвески был увеличен, естественно, чуть расширилась колея. Все, что происходило с этой машиной, это прежде всего было направлено инженерами для того, чтобы создать подходящий амалогационный автомобиль и уже на основании этого строить гоночную машину. То есть вот это расширение на манер M3 E30 Audi Quattro — это именно то, что позволило грамотно переделать подвеску. Что касается двигателя, так же, как и у серийной машины, был увеличен диаметр крыльчатки, иной интеркулер, который позволил поднять мощность до 280 лошадиных сил. Причем это официальные цифры. В реальной жизни машины были заметно мощнее. У машины было слабое место в виде коробки передач, и в этом году они поставили на нее совершенно новую шестиступенчатую коробку. Сезон 1988 года Lancia начала с прошлогодней машиной. И только к этапу в Португалии они получили амалогацию для версии HF Интеграле, и автомобиль вышел на раллийные трассы. И Марко Ален принес первую победу для этой машины. Если считать, что в 1987 году Lancia доминировала, то в 1988 это доминирование еще больше закрепилось. И, конечно же, во многом этому успеху способствовала новая машина. Таким образом, они выиграли 10 гонок из 11, в которых они участвовали. Единственным этапом, который не дался, был этап ралли в Тур-де-Корс, где победил Диди Ариоль на Ford Sierra RS Cosworth. Каждая гонка, конечно, это большой успех, но самым большим и значимым успехом для команды Lancia была победа на этапе в Африке, ралли-сафари, потому что в прошлом ни разу Lancia не могла до этого выиграть эту гонку. И они основательно подготовились, они сделали специальную модификацию, которая имела даже свое название Delta Integrale Safari. У этого автомобиля спереди установили такое подобие кенгурятника для того, чтобы не бояться столкновения с дикими животными. Поставили увеличенный топливный бак с 80 до 140 литров, и причем двигатель был дефорсирован до 270 лошадиных сил для того, чтобы работать на специальном авиационном спирте, потому что качественного топлива в Африке попросту не было. Кроме того, специальная коробка передач с удлиненными передаточными числами, пятискоростная. Множество этих мелких изменений и доработка подвески позволили в этом году наконец-то победить. И, кстати, напомню вам, что годом ранее они уже пытались выиграть и даже посадили за руль местного гонщика Вика Престона-младшего, который отлично знал этот этап, и все равно по пути у него машина буквально развалилась. И
и, естественно, никаких результатов быть не могло. И, кстати, в 1988 году, когда Интеграле Сафари участвовала, этот этап тоже не проходил безупречно. Там тоже случались мелкие технические проблемы. Но, кроме этого, самым таким неприятным событием было, что от шума вертолета на трассу выбежал жираф, и как раз Микки Биазьон столкнулся с ним, но это не помешало тому, чтобы он выиграл. И, кстати, что примечательно, настолько в команде Мартини Лянчи, наверное, были рады, что этот автомобиль прямиком с этапа отправился в заводской музей, покрытый такой, наверное, африканской пылью, которая придавала еще большего колорита и какого-то ощущения этому успеху. Чемпионом в личном зачете сезона 1988 года стал Микки Биазьон. Но вот 1989 год начался, в принципе, в таком же стиле, в доминирующем. Лянча выигрывала один этап за другим. Для того, чтобы вы поняли, как было все устроено в те времена, кроме того, что была заводская команда Мартини Лянча, была и полузаводская, которая называлась Джоли Клаб. Интересно, что за Джоли Клаб гонялся сын Чезаре Фьорио, которого звали Алекс. В Лянче был ряд решений инженерных, которые они, наверное, не рисковали доверить непосредственно своей основной команде. Но так как Чезаре Фьорио понимал, что в Джоли Клаб гоняется его сын, кроме того, там у него очень много друзей, они предлагали для этого полузаводского коллектива всякие интересные технические новинки. И вот, например, такой новинкой было полуавтоматическое сцепление Валио, которое так на заводских машинах и не появилось. Но, тем не менее, оно, в принципе, хорошо работало и нормально себя показало. И таких вещей было достаточно много. То есть весь этот мир вот этого и итальянского автоспорта, людей, которые были связаны с командой, он был очень между собой связан. Первая победа — это второй этап Монте-Карло. И запомнилась она именно тем, что туда приехал сам Джанни Аньелли и наблюдал за очередным триумфом Лянчи. И, кстати, еще одним триумфом, наверное, 1989 года можно считать тот факт, что за Лянчу стал выступать Дидье Ариоль. А как мы помним, Дидье Ариоль — это большой специалист по Тур де Корс, и он применил свои знания и навыки и победил. И таким образом еще один этап, который ранее не покорялся, был уже в копилке у команды Мартини Лянчи. After Kankunen's second place in the Safari, Lancia goes back to winning at the Tour de Corse. Didier Auriol takes the lead and keeps it till the end. Но концовка сезона стала слегка смазанной, и это было связано с тем, что на этапе 1000 озер Лянча столкнулась с дефицитом скорости. Победу между собой разыгрывали японские экипажи из Toyota, Mitsubishi и Mazda. А Лянча осталось неудел. И, кстати, второй проблемой в этом же сезоне стал этап в Австралии, где тоже не получилось в прежней манере легко выиграть. Но, тем не менее, успех вернулся на этапе в Сан-Ремо, где Лянча победила. Но, на самом деле, это был вовсе не случайный успех, а дебют новой модификации, которая называлась Lancia Delta HF Integrale 16V, то есть 16-клапанная машина. Про эту машину я вам расскажу чуть позже, но лишь скажу, что, наверное, самые внимательные из вас уже заметили, что все это время мы стоим рядом не с 8-клапанным автомобилем, а как раз с 16-клапанной машиной. И давайте сейчас сядем, прокатимся, и я вам расскажу разницу между этими моделями и то, как она едет. Ну что же, мы за рулем Delta HF Integrale 16V, и прежде чем поговорим о том, как автомобиль едет, давайте обсудим историю, связанную с дебютом гоночной версии 16-клапанной машины. Она очень интересная. Это связано с тем, что
Дебютировала она на ралли Сан-Ремо в неожиданном красном цвете Мартини Росса. Можно было предположить, что они переходят на красный цвет, ведь он совершенно не случайный в случае с Лянчей, потому что, например, на всех тестовых автомобилях уже давно у них было принято использовать именно красные машины. Это казалось и 037, и S4, и Дельты, собственно. Дело в том, что эта машина ездила всего один раз, и после этого они вновь вернулись к белому цвету. Принято считать, что есть два объяснения. Первые говорят, что это с самого начала было задумано. Они решили таким образом выделить этот автомобиль в чемпионате 1989 года и сделать его красным, и после этого опять вернуться к белому. Другие же считают, что после того, как этап Сан-Ремо прошел, и, кстати, я вам напомню, что после того, как гонку эту Мики Биазон выиграл, он вновь стал чемпионом, и вновь в 1989 году и в личном, и в командном зачете Лянча стала чемпионом. Именно со стороны Мартини, титульного спонсора, пришло решение, что они не хотят, чтобы автомобиль ездил в красном цвете. И дело в том, что он невыигрышно смотрится по телевидению и также в итальянской прессе, что там очень часто встречаются издания, которые все еще черно-белые, и вот автомобиль красный, он как-то там плохо смотрится, недостаточно четко, и вот поэтому вернемся к белым машинам. Но я не совсем согласен вот с этим обоснованием. Например, Феррари, всю дорогу как бы ездили на красных машинах, и неужели они из-за этого... Кто-то мог из газет пожаловаться, что у них красная машина? Конечно, нет. Наверное, это просто с самого начала было таким же именно образом запланировано, но когда вспоминают вот эту машину, 16-клапанную интеграле с этапа Сан-Ремо, ее именно запомнили так. То есть, если вы хотите купить, например, модельку какую-то, то вам надо искать автомобиль Delta Integrale 16V Сан-Ремо. Sotto la pioggia con le scarpe rotte, è come prendersi a giocare una partita con la fortuna che ti sfugge dalle dita, è come corrersi la strada con la neve in un'estate dove impazza il sole, potrei morire. Io lo difendo questo amore bianco, non consumato e non ancora stanco, amore chiaro come l'acqua di una fonte, amore mio innocente. Зачем вышла эта машина? Вышла она потому, что в чемпионате 1989 года, наверное, 8-клапанный двигатель пришел к своему потолку. В гоночной версии чуть меньше 300 сил, 295 сил. Им нужно было больше скорости, и вот они ее представляют. Мы за рулем ровно такой машины. В дорожной версии ее всего 210 сил, 5,7 до 100 по официальным цифрам, 220 км в час максимальной скорости. 4-канальный АБС. И не очень много внешних отличий. Но самое главное, это, конечно же, горбатый капот. Горбатый капот – это та деталь, которая вновь нам говорит о том, что Дельта – это автомобиль, подчиненный функции. Капот нужен для того, чтобы там поместился 16-клапанный двигатель. Вот все в Дельте шло именно таким же образом. Кроме того, шильдики, всякие мелочи, которые напоминали о том, что перед вами именно такая 16-клапанная машина. Важная деталь – это то, что 16-клапанная интеграле – это первая машина, у которой крутящий момент распределялся не в пользу передней оси, а уже в пользу задней, 53% в пользу задней оси. И это, конечно же, дает некие ездовые ощущения, отличные от предыдущих машин. Если на входе в поворот у нее есть такая небольшая, недостаточная поворачиваемость, то на скользком покрытии, в принципе, газом можно вызвать даже занос. То есть он более верткий автомобиль, чем предыдущие. Но, конечно же, это не такая мощная машина, чтобы, например, на сухом асфальте сорвать ее в занос. Но при этом она довольно подвижная, веселая, рулевое управление достаточно информативная и понятная. Вы, наверное, видите, что я улыбаюсь, потому что действительно, очень приятная машина, очень живая, очень шумная. У нее такой задорный звук двигателя. Он тянет, на самом деле, вовсе не в таком узком диапазоне, как многие ему приписывают. У него диапазон шире. Он раздувается и начинает дуть уже примерно с 3000. И вот такой вот приятный звук крутится до почти 6000. Но интересно, что
вот эти скорости, которые эта машина позволяет, конечно, в сравнении с каким-то современным горячим хэтчбеком, они смешные, она не такая быстрая, но при этом это вообще не минус, а наоборот плюс, потому что кругом камеры, и ездить с этими дикими скоростями нельзя, опасно и не нужно. Тогда как на Дельте в каких-то приличных рамках вы можете почувствовать характер машины и получить удовольствие и какое-то вот ощущение того, что действительно, несмотря на то, что это не гоночная машина, ты понимаешь, что она создавалась не для того, чтобы мы с вами вот сейчас катались, а для того, чтобы в гонках она выигрывала. Если вас привлекает весь этот имидж и все эти многочисленные победы, которыми хвастается эта машина, по сей день все это помнят, поверьте мне, вы будете очень довольны, потому что она обладает своим очарованием, своим особым стилем общаться с вами. Вот отличается она от всех других машин. Эта машина из 80-х, она несовершенная, она архаичная во многом, но при этом очень классная. И, кстати, кроме этого, в отличие от многих современных машин, она обладает такой достаточно энергоемкой и приятной подвеской и приятным, плавным, опять же, по современным меркам ходом. И вот это вот какой-то вот такой бонус к тому, что вы недополучаете, может, какой-то динамики, которую вы ждали, но просто поездите на этой машине. Да, это не 996 GT2, где вы будете после каждой поездки стоять и нервно курить или трястись. Здесь этого нет. Но вы получите вот прекрасное проведенное время и будете четко чувствовать, что вы управляли автомобилем, который выигрывал в гонках и брал титулы. Mikäs tuo? Delta campione mondo. Tutto il mondo ammira la vostra Delta. А сейчас мы увидим то, что является большим везением. Это настоящее А-групповое шасси от Abarth, Integrale 16V. Но прежде чем я расскажу вам об истории этого конкретного экземпляра, давайте все-таки пройдемся по тому, насколько удачная была 16-клапанная Integrale в истории WRC. В 1989 году в конце на Сан-Ремо появилась эта машина. И вот 90-й год, начинается сезон, и сезон начинается с такого скандала. Скандал заключался в том, что Toyota подала протест, что турбина Integrale 16V не соответствует техническому регламенту. И это еще плюс к тому, что FISA решила ограничить мощность двигателей. Сделано это было для того, чтобы снизить скорость, потому что скорость уже в те времена на некоторых участках превышала ту, что была у автомобилей группы Б. Еще вчера все говорили, что это автомобили бесконечно медленные, и сегодня А-групповые шасси уже едут на уровне автомобилей группы Б. Вот такой технический прогресс, такое продвижение вперед было достигнуто за счет того, что сюда пришли серьезные производители и стали работать на скорость своих автомобилей. Но несмотря на то, что Toyota не смогла доказать, что были какие-либо несоответствия, несмотря на то, что FISA ввела вот эту вот систему со специальным 40-миллиметровым рестриктором, считалось, что двигатель у Integrale 16V достигал 360 лошадиных сил, то есть насколько мощная была машина по тем временам. Это не смогло помочь добиться успеха в этом сезоне. В этом году они очень большие надежды возлагали, потому что в команду вернулся Юха Канкунен, и у них была такая звездная команда, два двукратных чемпиона, Юха Канкунен, Мики Биазион, и у них еще вместе Дидье Ариоль, который был очень перспективный и подающий надежду гонщик в те годы. Но многочисленная череда неудач, технических поломок, например, на этапе 1000 озер у Юхи Канкунена сломался привод газа. Для того, чтобы закончить этот участок, он сам сел под капот и вручную управлял дроссельной заслонкой, тогда как его штурман Юха Пиронен управлял автомобилем. И в конечном итоге сезон они в личном зачете, к сожалению, выиграть не смогли. Выиграл Карлос Сайнц за Тойоту. Но напомню вам, что в те времена личный зачет имел все-таки второстепенное значение. Зачет производителей имел первичное. И в зачете производителей все-таки Лянча титул удержать смогла. Rallyists are rather more down to earth. Gwyndalf Evans, for instance, is a bus driver.
Juha Kankkunen, a Lapland farm boy. And Ari Vartnen celebrates a victory with a nice glass of milk. В начале сезона 91 года все критики сходились в том, что потенциал Дельты Интеграле уже полностью раскрыт, и у них нет резервов для развития, тогда как про Toyota считалось, что их автомобиль Toyota Celica имеет очень большие области для развития и увеличения скорости. Титул должен был разыгрываться между Карлосом Сайнсом, который выступал за Toyota, и Юхой Канкуненом, который выступал за Лянчу. Первый успех они смогли закрепить на этапе в Сафари, куда приехала 16-клапанная машина. Они установили на нее новые амортизаторы с охлаждаемыми корпусами. И таким образом сумели победить. Юха Канкунен выиграл. Но затем уже дела пошли не так хорошо. На этапе Тур де Корс, где мы уже запомнили до этого, Дидье Ариоль приучил нас к успехам, удержать победу он уже не смог, и победу одержал испанец Карлос Сайнс. Удача пришла там, где не ждали. Они ждали ее на ралли 1000 озер, на котором Лянча крайне редко выступала удачно. Они заняли первые 3 места во главе с Юхой Канкуненом. Кстати, титул разыгрывался именно между Канкуненом и Сайнсом. И после этого на ралли Сан-Ремо у Лянча вновь успех. И причем достаточно оглушительный и уверенный. После этого этапа Toyota принимает решение подать протест, потому что они думают, что у Лянча топливо не соответствует техническому регламенту, но протест отклонен. Реальная надежда на титул, она появилась на ралли Испании, потому что Юха не очень любил гоняться по асфальтовым этапам и имел не самые высокие результаты на них, но, несмотря на это, он занимает 2-е место, испанец сходит, и он приезжает таким образом лидером чемпионата на этап РАК. И на этапе РАК он выигрывает, испанцу вновь не везет, и Юха становится чемпионом в личном зачете, а Лянча берет титул производителя. Кубок конструкторов. На тот момент настолько уже вот этот образ Лянчи как победителя ралли для зрителей был привычным, что была целая армия фанатов. И много ли вы знаете автомобилей, в честь названия которых пишутся музыкальные треки? Вот есть такой музыкальный трек, который называется «Интеграле 16В». Мы сейчас вам его и поставим. Перед нами настоящее гоночное шасси, и у него есть довольно интересная история. Изначально в 1987 году его построили в Абарт как Delta HF 4WD. Но автомобиль не использовался, и затем было принято решение перестроить его по спецификации Интеграле 16В. Абарт иногда передавал некоторые автомобили на переделку в сторонние гоночные команды. И вот эту машину по спецификации Интеграле 16В переделывали в команде Kecomp. Кроме того, что ее переделали, ей также было принято решение усилить кузов. Кузов имел 3 уровня усиления. Базовые асфальтовые автомобили были более легкими и как бы не обладали никаким дополнительным усилением. Первое базовое — это для этапов типа Сан-Ремо, Португалия и Аргентина. Второй уровень — это для ралли Акрополис. И третье, самый жесткий, это для ралли Сафари. Данный автомобиль усилили по 2-й категории. И после того, как его усилили, в 1989 году ее покупает человек по прозвищу Джиггер. Это греческий миллиардер, которого звали Иоаннис Вардиньянис. И этот человек был известен в Греции как такой ярый фанат ралли. Участвовал на этой машине в период с 90 по 92 год. Причем это была одна из 3 машин, на которых он ездил. Его история в ралли, она довольно обширна. Он начал гонять еще в 1982 году и мог себе позволить даже автомобили группы «Б», такие как Audi Quattro. А потом, когда группу «Б» отменили, он пересел как раз на автомобили Лянча, и первой его машиной как раз была HF 4WD. И, кстати, интересно, что он был чемпионом в Греции в национальном чемпионате и в 90-м, и в 91-м, и в 92-м году, тогда как на международные соревнования он тоже иногда выезжал, но каких-то существенных успехов там не добился.
1993 году этот автомобиль покупает легенда отечественного ралли Владимир Ганин. На тот момент ему было 44 года, и он уже имел достаточно обширный опыт выступления в ралли на автомобилях «Волга», «Лада», «Москвич». И при этом он меняет в 1993 году свою переднеприводную «Ладу» ВАЗ-2108 на полноприводное шасси от Abarth. То есть это был очень такой значимый шаг вперед для него. И знаете, кроме того, что он участвовал в различных этапах чемпионата России, он также выезжал и на этапы чемпионата Европы. Он ездил в Турцию, в Болгарию и даже Францию. Постепенно Лянча, конечно же, начиная с начала 90-х, начинала терять свою конкурентоспособность, потому что появлялись более новые совершенные автомобили. И вот в 2004 году Владимир пересаживается на Lancer Evo, кстати, который тоже здесь стоит. Но, тем не менее, он сохраняет этот автомобиль в своем владении до самого конца своей жизни. И вот сегодня мы видим его, и, конечно, он пришел в такое запустение. На нем очень много вопросов, он нуждается в комплексной реставрации. Но, несмотря на то, что мы видим множество неоригинальных деталей и элементов, сразу понятно, что это оригинальное шасси от Abarth. Отреставрировать такой автомобиль — это, конечно же, очень большая сумма, очень много усилий на это нужно. Все те люди, у кого есть Delta Integrale, они, естественно, знакомы с тем, насколько дорого стоят запчасти, но это будет абсолютно такой легкой прогулкой в сравнении с тем, сколько стоят правильные амалогированные детали под эту модель, которую нужно собирать по спецификации, в которой она сейчас представлена, то есть машины Integrale 16 клапанов. Сейчас вот это такой момент в нашем вот ролике. Вы должны понять, что начинали мы с такого базового совершенно хэтчбека, который никто даже не предполагал, что поедет в ралли. И вот сейчас эта машина 16-клапанная Integrale, причем гоночная, вам, наверное, должна показать, насколько сильно и даже, можно сказать, до неузнаваемости он уже изменился за эти несколько лет выступлений. И именно и это является ключом к успеху этой модели. Чемпионат 91 года подошел к концу, и вместе с ним была представлена новая модификация Delta Integrale Evoluzione. Название Evoluzione или Evolution, оно совершенно не случайно. В регламенте была такая лазейка. Если вы в названии машины используете слово Evolution, вы сможете уменьшить амалогационную партию с 5000 автомобилей до 500. Но при условии, что автомобиль будет не разительно отличаться от версии, на которой он до этого основывался, которая уже была до этого амалогатором. И Лянча, естественно, воспользовались этой опцией, хотя, знаете, если мы посмотрим на тираж этой модели, то поймем, что, наверное, даже им эта лазейка была не нужна, потому что они в конечном итоге выпустили гораздо больше этих автомобилей. Это самая большая ступень развития в истории Дельты с самого начала. Машина поменялась практически полностью. Практически все кузовные панели были новыми. Было решено расширить колею, которая уже на тот момент была шире, чем у базовой Дельты. И для того, чтобы ее расширить, естественно, надо было расширить крылья. Расширили передние крылья, в них добавили также специальные решетки вентиляции. Кроме того, расширили задние крылья. И для того, чтобы их расширить, вновь были применены иные двери. Причем, если мы обратим внимание, на Integrale 8 клапанов и 16 клапанов расширение двери начиналось примерно с середины. То на Evo расширение начиналось практически с самого начала. У нее были спереди другой бампер, причем в бампере было еще больше вентиляционных прорезей. В нем даже в секциях, где были повторители, и там появились решетки охлаждения. То есть они еще работали над охлаждением. То есть вот эти вентиляционные отверстия в крыльях и вот эти сетки спереди, и еще вместе с новой оптикой, которая была. То есть оптика в данном случае, ее осветительные функции имели вторичное значение. Первичное значение имело охлаждение. Для этого они уменьшили осветительные приборы, то есть элементы осветительные, которые были в фарах, теперь одинакового диаметра, потому что до этого, если вы помните, наружные были больше, внутренние были меньше. Появилась таким образом дополнительная сеточка. Все охлаждение, продуваемость стала лучше. Если мы помним, то на 16-клапанной Integrale был горбатый капот. Здесь он тоже горбатый, только если на 16-клапанной он горбатый только по центру, то тут он целиком имеет такой большой горб. Сделано это для чего? Они стремились еще больше увеличить ход подвески, и для этого они изменили передние чашки. Они их подняли выше.
выше. И чтобы капот закрывался, капот должен был быть полностью горбатым. Если до этого ВИН-код всех и дельт, и интеграли был на чашке, то теперь из-за того, что стаканы как бы стали другими, они их перенесли на брызговик. То есть у Эвы всегда ищите ВИН-код там, а не на передних чашках. Над аэродинамикой они тоже поработали. В дорожной машине даже у дворников были специальные такие поводки, у которых была такая аэродинамичная форма. Но что интересно, на гоночной машине использовались совершенно обычные поводки. На пятой двери появился спойлер. Мы, когда говорим о гоночной дорожной машине, на дорожной машине теперь появилась 5-болтовая ступица, тогда как на гоночной осталась такая же 4-болтовая, как и была до этого. Двигатель модифицировали, иной турбонаддув, 210 лошадиных сил, то есть не сильно изменилась мощность, вместо 200 – 210. Максимальная скорость те же 220 и до 100 те же 5,7. То есть динамика поменялась как бы несущественно, даже можно сказать не поменялась, но от 100 до 200 она ехала чуть более шустро. В салоне тоже было много изменений. Появилась новая комбинация приборов, новый дизайн. Он, кстати, такой запоминающийся. Я даже у нескольких людей видел. На айфонах стоит заставка с дизайном этих приборов. Они очень характерные, но при этом не очень хорошо читаются. Впервые с начала производства интеграли привод спидометра стал электронным, тогда как до этого он был тросиковым. На выбор салон Рикара либо из Алькантары, либо кожаный. И ряд мелких изменений, рулевое колесо и так далее. С этого ракурса видны еще кое-какие новинки этого автомобиля. Кроме широкого кузова мы видим, что у нее иной задний бампер. Тут он с одной прорезью под одну выхлопную трубу, тогда как на 8 и 16 клапанной интеграле у нас было 2 выхлопные трубы. Кроме того, иные накладки на пороге. И все это хозяйство, оно было сделано не только для того, чтобы, конечно же, расширить вот колею, про которую мы говорим, или установить более длинноходную подвеску. Также это было сделано для того, чтобы на асфальтовой гоночной версии можно было использовать большие колеса, 17 дюймов, более широкие, и установить там более эффективные и большие тормозные механизмы. Но кроме того, можно заметить, что на этой машине спойлер установлен вертикально. Именно на гоночных дельтах эти спойлеры стояли таким образом, тогда как на дорожных они стояли в более таком пологом и аэродинамичном положении. И, наверное, вы зададитесь таким резонным вопросом. Зачем автомобилю, аэродинамика которого явно тоже не самая сильная его сторона, квадратичному по своей сути, нужен был еще вот этот вот аэродинамический тормоз, назовем его так. Инженеры Дельты это объясняли тем, что они выигрывали на торможении за счет него больше, чем проигрывали на прямиках. То есть это сугубо такое функциональное решение. Двигатель тоже был модифицирован, получил новый турбонаддув. Мощность официально, которую заявляли, у гоночной машины составляла 300 лошадиных сил и внушительные 535 ньютон-метров крутящего момента. Вы скажете, что невеликие цифры, но вспомним, что реальность, она на самом деле отличалась. Даже более ранние 16-клапанные дельты на стендах показывали 320-330 лошадиных сил. А уже Эво-версия, благодаря своим улучшениям, кстати, еще кроме турбонаддува, там была применена система орошения интеркулера, и давление было поднято до 1,9 бара, и реальная мощность, опять же, подтвержденная стендами, была 380-385 лошадиных сил. Я вам объясню, насколько это на самом деле большое достижение. Дело в том, что у конкурентов из Toyota модели Celica ST185, которая была гораздо более новой машиной, фактически, которая вышла на раллийные трассы только в 1992 году, было всего 330 лошадиных сил. И только у Celica ST205, которая была вообще в далеком будущем, было 380 лошадиных сил. И то благодаря фальшивому рестриктору, из-за которой Toyota была дисквалифицирована. То есть они даже тогда не могли достичь того, что в 1992 году инженеры Лянчи уже предлагали, причем без каких-то нелегальных элементов. И кроме того, они на автомобиль поставили новую коробку передач и впервые применили межколесный дифференциал с электронным управлением. Давайте немножко пробежимся по интерьеру Дельты Эволюциона.
На самом деле он в действительности носит эволюционный характер. Кое-какие вещи здесь поменялись. По приборную панель я вам рассказывал. Давайте пройдемся по тому, какие здесь есть шкалы. Соответственно, спидометр, тахометр понятно, температура охлаждающей жидкости тоже понятно, указатель топлива. Также зарядка аккумулятора, по центру давление турбонаддува и также давление и температура масла. И у Дельты еще самое интересное, что присутствует такой развитый диагностический компьютер, который вам показывает о различных неисправностях. И также на приборной панели есть такая эмблема. Кто-то может подумать, что если она загорается, это неисправность системы стабилизации. Но думаю, что это относится к АБС. Также, если неисправна система впрыска, то также есть отдельная лампа. И вот мы сейчас включили зажигание, и нам показывает, что все в норме, только, судя по всему, чуть мало охлаждающей жидкости. Так что вот это рулевое колесо, оно такое очень анатомичное и удобное. У него также на анатомичный манер расположены кнопки гудка с двух сторон. Вот. И так же, как у интеграля 8 и 16-клапанный, такой достаточно оригинальный рычаг переключения скоростей, в котором итальянцы, наверное, довольно долго думали, какой формы он сделан, и в нем есть даже специальное место, такое углубление, плоская такая площадка под большой палец. Ну, наверное, достаточно удобно, или, по крайней мере, итальянцы так считали. Так что давайте поедем и посмотрим, чем же она отличается от 16-клапанной интеграля. Из таких технических инноваций, кроме того, что я вам рассказал, что другая турбина, чуть-чуть перенастроенная трансмиссия, спереди 4-поршневые тормоза. Более новые, более эффективные. Наверное, даже на 16-клапанной интеграле их хватало, и их привод был таким образцовым. И здесь, слава богу, это не потерялось. Тормоза действительно очень эффективные и информативные. В принципе, когда мы говорим о версии EVO, то на себя обращает, конечно, внимание то, что характеристика двигателя, она поменялась. Наверное, здесь тяги при средних оборотах даже, может быть, чуть больше, и на верхах отдача тоже отличается. Но я думаю, что это может как-то отразиться только на эластичности двигателя и удобстве езды по городу, тогда как в предельных режимах эти машины в плане динамики идентичны. Из интересного, здесь в салоне есть еще некое подобие секундомера. Мы его вам тоже покажем. Кстати, если мы говорим об архитектуре интерьера, то действительно она, с одной стороны, вроде как не сильно изменилась относительно автомобиля, которым он предстал перед нами в 1979 году. Но, с другой стороны, за эти 12 лет, да, 12 лет прошло с момента выхода ее базы в 1979 году. То есть в 1991 году была представлена машина, которая своими корнями уходила в 70-е. И вот за это время, конечно же, несмотря на то, что автомобиль очень напоминал тот предыдущий, здесь все полностью поменялось. Другая торпеда, другая приборная панель, прибор, дверные карты, сиденья, все другое. То есть это уже был, конечно, автомобиль на той старой базе, на той старой платформе, но он совершенно другой. Хорошо, что он сохранил свои положительные качества. То есть к ним можно относить такую чисто на раллийный манер энергоемкую подвеску, достаточно комфортную. На мой взгляд, очень информативное рулевое управление, которое дает хорошую обратную связь. То есть я эту машину всегда чувствую очень хорошо, и ездить на ней можно достаточно быстро, насколько она позволяет, и при этом ее не бояться. Но в конечном итоге EVO-версия, я так думаю, что если мы говорим об интеграле 8 и 16-клапанной и EVO, на ходу эти машины отличаются некими маленькими нюансами. Здесь где-то более жирная серединка, здесь чуть более короткая коробка. На более ранние машины распределение момента в пользу передней оси, у этой машины все-таки уже в пользу задней оси. Сегодня ездить на ней быстро, приятно и можно. И как-то вам советовать одну из тех, по которым мы прошли, я пока еще не могу сказать, что какая-то предпочтительная. У всех есть свои особенности, и каждая из них по-своему ценна. Такой огромный объем доработок был сделан, естественно, для того, чтобы автомобиль стал более эффективным в ралли, но при этом 92 год стал
первым, когда Лянча официально прекратила свою поддержку раллийной команды. Они решили, что отделение Abarth бросит все усилия для того, чтобы готовить автомобили Альфа-Ромео в ДТМ. Это был для них новый вызов, к которому они резко переключились, так можно сказать, по-итальянски. Полностью все-таки бросать раллийную историю они не стали, так как у них была команда Jolly Club, хоть это и частная команда, но тем не менее, как я вам уже говорил, она имела заводскую поддержку. Теперь именно Jolly Club будет представлять их в ралли. Но команда будет переименована. То есть до этого она называлась Мартини Лянча, а теперь она будет называться Мартини Рейсинг. Таким образом, Jolly Club как отдельное имя в чемпионате по ралли в 1992 году представлено не было. Они сохранили одних из лучших своих пилотов. Оставался Юха Канкунен и Дидье Ариоль. И, соответственно, достаточно доработанная и серьезная новая машина, которая тоже давала какие-то основания на надежды в новом чемпионате. Знаете, вот в этой истории мне больше всего нравится вот такой эпизод, что сама команда узнала о том, что Лянча их покидает, они теряют полностью свою заводскую поддержку и получают ее только частично. Покидая последний этап 91 года, они сидели в аэропорту и увидели эту новость по телевизору. То есть это такое очень по-итальянски. То есть то, что они резко решают, что теперь у них абсолютно другая философия, новая программа, новые вызовы и вот все. С одной стороны, для фанатов Лянчи это был такой неприятный, может, фактор, потому что они подозревали, что может все пойти уже не настолько просто и легко, как было до этого. А с другой стороны, с точки зрения именно борьбы, она намечалась весьма интересная, потому что Toyota представила новую машину, как я вам уже говорил, ST-185. Это новый автомобиль фактически из 90-х, тогда как Лянча была довольно старой, еще из 70-х. Опережая, вам скажу, что эта Toyota ST-185, чтобы вы поняли ее силу, она стала чемпионом 93-94 годов. То есть вот настолько это уже должна была быть острая борьба. Ну и вот чемпионат начинается, и, конечно же, все ждали интересной борьбы. Дельту интеграли эволюционно прозвали Дельтона. Дельтона переводится как «большая дельта» из-за раздавшихся размеров новой модификации. И дело в том, что для болельщиков казалось, что вообще ничего не поменялось, потому что в Мартини решили оставить прежнюю расцветку. Автомобиль был белым в фирменной ливрее Мартини, и многие, наверное, даже не подозревали о внутренней кухне, что в команде очень многое меняется. Более того, первый этап Монте-Карло прошел успешно, и Дидье Ариоль одержал на ней победу. И после этого это был очень напряженный чемпионат, где Jolly Club достаточно успешно его проводили, обслуживали автомобили. И судьба чемпионата разыгрывалась на последнем этапе в Уэльсе. Самое интересное, что Дидье Ариоль, что Юха Канкунен, что Карлос Сайнц претендовали на чемпионский титул на этом этапе, но, к сожалению, или к счастью, испанцу повезло, и он одержал победу, тогда как Юха Канкунен взял только 3-е место, а у Дидье Ариоля и вовсе сломалась ступица, и он выбыл. Причем самое интересное, что уже разговоры о том, что в Лянче что-то не так, пошли еще на этапе в Сан-Ремо в Италии. Там заговорили о том, что Лянча вовсе собирается полностью сворачивать свою даже частичную поддержку Jolly Club. И это последний год, когда они пользуются поддержкой завода. И Дидье Ариоль, по слухам, получает 5-миллионный контракт и уходит в Тойоту. И, кстати, самое интересное, что с этапа Сан-Ремо и не заладилась вот эта история с многочисленными поломками и проблемами у Дидье Ариоля. Тогда как до этого он приехал на этап в Сан-Ремо лидером чемпионата с преимуществом и был, в принципе, таким фаворитом. Quand le jour tombe sur la ville, après
Но, тем не менее, в конце сезона личный зачет они, несмотря на то, что проиграли, все-таки командные они взяли. То есть это был уже 6-й их титул. Дельта взяла 4 титула в личном зачете и 46 побед. Это, конечно же, большой успех и триумф модели, но какой-то привкус был. То есть это было хорошо и да, и нет. Хорошо было с точки зрения общих каких-то показателей, а нет, потому что было немного грустно, потому что многочисленные итальянские болельщики, и не только, понимали, что со следующего сезона любимой команды больше представлена не будет. И если даже она будет, то только в частных руках, и на прежние результаты не стоит рассчитывать. Но тем не менее, Лянча не планировала еще на тот момент сворачивать и даже анонсировала новую модификацию, о которой мы сейчас вам расскажем. В 1993 году была представлена модификация Delta Integrale Evoluzione 2, и это была уже первая машина, которая не являлась раллийным амалогатором. Таким образом, Лянча сконцентрировались на следующем этапе доработок, но с точки зрения внешнего вида эти автомобили практически не отличаются. Для того, чтобы легко понять, что перед вами стоит Evo 2, достаточно посмотреть на водостоки, которые здесь другой формы и окрашены в цвет кузова. В глаза бросается алюминиевая крышка бензобака вместо просто черной на Evo 1. 16-дюймовые колеса, которые, в принципе, по дизайну практически повторяют те же, что ставились на Evo 1, но на Evo 1 были 15. Если мы откроем капот, то сразу же заметим красную клапанную крышку, которая, опять же, ставилась только на Evo 2. Появилась очень важная вещь. До этого все Delta Integrale и все модификации, о которых мы говорили, имели трамблер. А на Evo 2 у нас уже электронное зажигание. Иная система управления, иной турбокомпрессор. И вместе это позволило поднять мощность всего на 5 лошадиных сил. Но крутящий момент сместили ближе к низким оборотам. Таким образом, двигатель должен был быть более удобным в каждодневной эксплуатации. И, кстати, интересно, что эту мощность они смогли добиться даже с учетом того, что на автомобиле появился катализатор. Если мы заглянем в салон, первое, что мы заметим, что в стандартной комплектации этого автомобиля появились сиденья Recaro, так называемые хайбеки, их так в народе называют. Кто-то, кстати, скажет, что это те самые Recaro Speed, которые очень много где на каких автомобилях были, но все-таки на Дельте надо признать, что они имеют чуть оригинальную форму. У них нижняя подушка более длинная, и есть некоторые мелкие детали, которые относятся только к автомобилям Lancia Delta Integrale Evo 2 и Лимитка. И, кстати, они были только в бежевой алькантаре. Цветовая гамма тоже сократилась и чуть поменялась. Цвет теперь новый красный, белый и темный синий. Всего 3 цвета. Но на лимитированных версиях цветовая гамма была все-таки шире. Давайте вот все-таки сядем и посмотрим, эти модификации поменяли ли как-то характер этого автомобиля, или все же это такая слегка подретушированная Evo 1. Мы за рулем Evo 2. Вторая эволюция. На что сразу обращаешь внимание? Конечно, рулевое колесо, которое выглядит, будто бы это не оригинальная деталь, а какая-то купленная, тюнинговая. Но, тем не менее, с одной стороны, выглядит чуть аляповато, но достаточно удобная. Ничем не хуже, чем та, что стоит на Evo 1. Может, даже кому-то за счет более толстого обода покажется более удачным решением. Хайбеки, на мой взгляд, вне конкуренции, лучшие сиденья для Дельты, очень удобные. Хотя, опять же, те Recaro, которые ставятся на Evo 1, тоже хорошие, просто у этих более яркая такая боковая поддержка. И именно то, о чем мечтали все мы в 90-е, смотря на подобные автомобили спортивные. Когда разрабатывалась Evo 1, все мы понимаем прекрасно, что в Лянче прежде всего преследовали такие характеристики, которые будут являться удачными как основа для гоночной, для раллийной машины. Тогда как на гражданских автомобилях, возможно, некоторые эти элементы были не столь уместны. И таким образом, в теории,
большая турбина на EVO-1 обещает какие-то лучшие характеристики, но на гражданской машине вот эта более маленькая турбина проявляет себя гораздо лучше, потому что она спроектирована именно для того, чтобы машина ездила все-таки по дорогам общего пользования. Они не должны были на базе этой турбины делать какие-то модификации для раллийной машины. И так оно и вышло. Вот EVO 2 — это самая удобная, самая подходящая для гражданской эксплуатации полноприводная спортивная Дельта. Из всех, на которых я ездил, вот на нее садишься и вот чувствуешь себя очень уверенно, она очень эластичная, на средних оборотах едет гораздо лучше. Да, на высоких, мне кажется, на EVO-1 больше отдачи. Но в общем и целом для городской эксплуатации, да и в целом ее характеристики, они стали не хуже, а даже лучше, потому что в нашей каждодневной жизни гораздо важнее не то, как она дует на самых высоких оборотах, а то, как она себя ведет в среднем рабочем диапазоне, как подхватывает. Можно сказать, что EVO 2 — это самая подходящая для жизни Дельта. А в остальном она такая же, как и остальные. Отличные четырехпоршневые тормоза, отзывчивое рулевое управление. Ну, все то, за что мы любим Дельты, но при этом к этому добавлена вот эта толика практичности, удобства, которую они в первый раз за всю историю поставили во главу угла. На базе EVO-1, EVO 2 было немало лимитированных версий. Если мы говорим об EVO-1, то самые известные из них, наверное, это Martini 5 и Martini 6. Martini 5 — это в честь 5 титулов, которые они взяли, и Martini 6 годом позже в честь уже 6-го титула, который они взяли. Машины, судя по названию, имели как бы какое-то родство с маркой Martini, с титульным спонсором. Это полосы на боках, чуть разного дизайна на 5-й и 6-й итерации. И оригинальный салон с сиденьями, с хайбеками, как на EVO 2. Если мы говорим о Martini 5, они черные, и на Martini 6 они голубые, более оригинальные и запоминающиеся. Но на базе EVO 2 лимиток, наверное, было вдвое больше. Пройдемся по самым основным, которые стоит знать. Прежде всего, это Final Edition, это самая мощная модификация. Она была такого бордового цвета, по центру шла полоса, напоминающая автомобили Lancia Fulvia раллийные. Она была сделана для японского рынка. Некоторые считают, что вот та оптика, которая на нее устанавливалась, а устанавливалась на нее оптика, которая ставилась еще на интеграле 8 клапанов и 16 клапанов, то есть с разным диаметром осветительных элементов. Некоторые считают, что это отсылка именно к ранним машинам, но на самом деле, я думаю, это не так, это просто связано с тем, что автомобиль для японского рынка. И EVO-1, и EVO 2 все для японского рынка имеют именно такую оптику. Это Club Lancia. Ее можно считать самой редкой. По некоторой версии их выпущено 7, а по другой информации 8 штук. Интересно, что на каждом автомобиле была фирменная табличка, на которой было нанесено имя первого владельца. И думаю, это не случайные люди, это наверняка какие-то очень важные персоны для концерна Fiat. Кроме того, я читал, что эти автомобили часто дарили просто. В комплекте шли фирменные чемоданы, которые клались в багажник. Опять же, такая же похожая по оформлению полоса, как и на Final Edition. Если хозяин хотел, на нее устанавливался специальный блок управления с повышенной мощностью, причем даже я где-то читал, что до 280 сил. Но это не было серийным каким-то решением. Самая красивая — это Blue Lagos. Она была голубого цвета и имела кремовый кожаный салон. Кстати, ничего вам не напоминает? Вот рядом с нами стоит именно вот такая вот машина, которая вот нам досталась, она живет в России, причем живет в России всю жизнь, самое интересное. И с 96-го года она в одних руках. Но я заметил, что у нее в салоне тоже есть табличка о том, что это Limited Edition, и на этой табличке тоже нанесено имя, видимо, первого владельца этого автомобиля. Такой редкий автомобиль и живет столько лет в России. Кстати, Final Edition у нас тоже есть в России, один автомобиль. Но с этой машиной меня связывает одна интересная история. Дело в том, что я в 98-м году очень часто ездил
ездил в один магазин на филях, он назывался не «Олимпийские игры», они специализировались на всяких товарах для экстремальных видов спорта. И дважды я встречал вот именно эту машину там, и я ее очень хорошо запомнил. Это, наверное, был один из первых случаев, когда я встретил вживую Дельту Интеграле в Москве еще в 90-е. Случайным образом оказалось, что у меня уже есть очень много общих знакомых с нынешними владельцами этой машины, и я приложил очень большие усилия для того, чтобы мы поездили именно на ней, потому что у нее очень маленький пробег, всего 66 тысяч. Отличное состояние, она практически полностью в оригинальном исполнении, в том числе поэтому она вот так хорошо едет по дорогам России. Кстати, мы провели довольно большое обслуживание специально для того, чтобы она выехала вот сегодня и нас порадовала. Подводя итоги производственной жизни Дельты Интеграле, надо сказать, что было выпущено целых 45 тысяч автомобилей, из коих, кстати, всего 2500 EVO2. 45 тысяч машин – это довольно много. Производство EVO2 было перенесено на частную производственную линию, то есть туда же они перетащили всю оснастку, и там их дособирали, вот эти машинокомплекты, которые, видимо, остались у них. Бруно Маджоро, он попытался у концерна Fiat отстоять его предложение, он хотел сделать EVO3, и этот автомобиль сегодня часто называют Виола, любители Дельт. Дело в том, что это, по сути, была EVO2 модифицированная и не сильно отличалась от этого автомобиля, но имел ряд мелких технических улучшений, но в серию так машина не пошла, осталась в единственном экземпляре. Вот представьте, в конце 1994 года эту машину снимают с производства, и, конечно, никакие EVO3 и не лимитированные версии уже не могли скрыть возраст этого автомобиля. Дело в том, что если мы даже посмотрим в салон EVO2, можно обратить внимание, что у пассажира в ногах гораздо меньше места. Это связано с тем, что на EVO2 у нас был катализатор, и для его размещения просто пришлось переделать пол. Естественно, в 1979 году, когда эти машины проектировались, их основы, никто не думал, что нужно будет устанавливать на них какие-то катализаторы. То есть автомобиль уже сильно устарел. Вокруг ездили третьи гольфы, обтекаемые Toyota Celica, то есть автомобили, уже, которые были созданы в 90-х, гораздо более молодые. И, конечно, никакие вот чемпионские титулы, вот воспоминания о былых победах, которые были еще свежи в тех годах, они не могли скрыть этот возраст. И, конечно же, Дельте суждено было уйти на покой вот в конце 1994 года. Proprio io che son sopravvissuta a tristi tropici, da turista mi ritrovo persa ad un amore italiano. Этот белый автомобиль был куплен мной в Санкт-Петербурге в 2014 году. Хозяин оказался очень приятным и интеллигентным человеком, причем ростом под 2 метра. Что интересно, то что Дельта настолько маленькая, и только, наверное, такая очень большая любовь к данной модели может заставить втискивать в себя столь рослого человека за ее руль. Когда я увидел, как он за нее садится, он даже специально сделал проставку под руль для того, чтобы его ноги помещались в этот маленький и скромный по размерам автомобиль. Было интересно то, что человек был достаточно глубоко погружен в историю Интеграле, в особенности технические, но, тем не менее, автомобиль был в состоянии под реставрацию. И когда я оформлял ее, уже взял в руки ПТС, я заметил в нем одну интересную деталь. Что первый ее номер, который ей был присвоен в России, мне что-то напомнил. А напомнил мне он некое событие, которое произошло в далеком 2003 году. И в 2003 году я посещал такое мероприятие, которое проводилось в тот момент на ежегодной основе. Называлось оно Lancia Deltas Day. Проходило оно 12 июня. И именно там я видел эту машину и даже был знаком с ее владельцем Василием, с которым, кстати, мы по сей день поддерживаем связь. Наверное, это первая история, с которой очень, не очень, даже некая широкая публика стала меня знать, потому что я вел блог с восстановлением машины на Драйве 2. Поиски этой машины я начал за год до этого, в 2013 году, и целый год я искал, и вот я нашел эту машину, причем у нее было такое состояние, именно под реставрацию, у нее уже постукивал мотор, достаточно потрепанный ржавый кузов. Я ее приобрел, и с этого началась моя история с этой машиной, потому что я решил вести блог на Драйве 2,
И довольно широкая аудитория читала его, это было достаточно интересно. Целый год я описывал это. И, кстати, проект интересный получился. Машина сошла с конвейера как EVA-1, но из-за многочисленных проблем у них с системой зажигания, то есть там у нас, как вы помните, установлен трамблер, я решил перевести ее на электронный модуль. Блок управления я заменил на Motec M400. Кроме того, мы заказали специальные кованые колесные диски, реплику тех, которые использовались в ралли на асфальтовых спецучастках. Машина получилась очень интересная. Еще я на нее поставил тормоза от Ferrari, от 550 Maranello. Она очень хорошо тормозит и вообще очень хорошо ездит, очень сбалансированный, качественный проект получился. С точки зрения внешнего вида мне она очень-очень нравится, и по сей день, мне кажется, она, скажем так, вне времени. Она всегда будет очень актуальна, ее образ будет напоминать вот эти гоночные автомобили Delta Integrale. Год я вел этот блок и получил массу удовольствия. Результат был очень классный. Мы долго доводили ее до ума, настраивали. Но кроме этих позитивных эмоций, к сожалению, Delta и принесла много разочарований, потому что у автомобиля есть ряд врожденных недостатков, одним из которых и очень весомый является мягкий кузов, который со временем покрывается трещинами. И именно поэтому, наверное, гоночное отделение Abarth уделило большое внимание усилению кузова. Кроме этого, наверное, самым главным недостатком является, наверное, полное отсутствие оригинальных деталей. Попросту купить их невозможно. Самое мое большое разочарование связано с этой моделью. В 1992 году на ралли Уэльсе, пожалуй, самой обсуждаемой темой было то, что Fiat полностью прекращает заводскую поддержку команды Jolly Club и таким образом уходит из ралли. И знаете, я вам объясню, почему это решение, оно является, наверное, типично итальянским. Если мы возьмем Audi, их знаменитое название полного привода Quattro, это, наверное, по сей день, спустя столько лет, является локомотивом их имиджа. Тогда как итальянцы, они, несмотря на то, что потратили столько сил и энергии на то, чтобы автомобиль проявил и победил в ралли, они потратили все, что могли, вложили все, что могли в это, для того, чтобы утереть всем носы. Они это сделали. И после этого что они делают? Они просто решают, что бренд Lancia теперь будет выпускать какие-то такие автомобили с комфортным, таким люксовым каким-то уклоном и будут конкурировать с немецкими автомобилями. Все, что они делали до этого, просто вычеркивается и выкидывается в помойку. Передают производство EVA 2 на частное сборочное предприятие Maggiore, но это не все. Они полностью за один год распродали склад запчастей частным гоночным командам. Таким образом, когда я уже реставрировал свой автомобиль, это значило, что даже масляный фильтр, оригинальный под эту машину, у дилеров Fiat купить было невозможно. Что тут, как говорится, сказать? То есть у этой эмоциональной психологии, конечно, есть и минусы, есть и плюсы. Минусы понятные, плюсы, естественно, огромное наследие марки, которое легко подхватить и заново начать новые интересные проекты, но самое главное, что рафинированные немцы, наверное, никогда не будут способны на то, что взять и в один день бросить все свои силы и создать что-то смелое и интересное. И именно такой и являлась марка Lancia, и я верю, что в будущем она еще себя покажет. После 7 лет владения Дельтой я принял решение ее продавать. Этому предшествовало неприятное событие. Автомобиль попал в ДТП, и что еще менее приятно, за рулем был не я. Но, тем не менее, естественно, машину мы решили восстановить, и это заняло почти год. Можно сказать, что она прошла через вторую мини-реставрацию со всеми вытекающими последствиями в виде сложнейших поисков запчастей. Но автомобиль был полностью восстановлен, возвращен в то состояние, каким он и был. Тем не менее, решение было принято, и, знаете, даже дело совсем не в том, что машина была в ДТП, это совершенно не имеет никакого значения. Основным значением явилось то, что я понял, что по своей сути я вовсе не являюсь коллекционером. Мне больше подходят те автомобили, эксплуатация которых возможна практически на постоянной основе. А Дельта со своими постоянными проблемами с запасными частями этого попросту не позволяла. Хотя, конечно, если бы, наверное, я был бы более просто богатым по своей сути, то, может быть, мне было приятно разик в год съездить на какое-то мероприятие на ней. С Дельтой есть еще одна очень интересная история. Может, и у вас тоже
же это отзовется. Для меня даже не обязательно владеть этим автомобилем для того, чтобы его любить. Я знаю историю этой машины лучше других. Я понимаю суть этого автомобиля лучше других. И вот эта любовь к этому автомобилю, она остается всегда со мной, и у меня его никто не может забрать. Несмотря на то, что этот автомобиль сейчас не мой, я всегда, очень часто во время каких-то разговоров с своими друзьями про машину говорю про Дельту, про все эти нюансы. И мне абсолютно не нужно, чтобы она была у меня в гараже. Но хотя, кто знает. Дельта, за что мы любим эти автомобили? За что мы вообще любим жизнь? Она была рождена совершенно банальной, неинтересной, не подающей, наверное, надежд. У нее даже не было подрамника на передней оси. Будучи таким автомобилем, она добилась этих больших успехов и стала таким образом легендарной. Но, знаете, как многие спортсмены, которые добились больших высот, когда ты узнаешь какие-то нюансы их личной биографии, ты понимаешь, что жизнь их на самом деле была непроста, а в некоторых случаях, и как и с Дельтой, жизнь непроста, а конец и вовсе печален. Дельта с ее многослойной историей – это тот автомобиль, который может заставить вас переосмыслить ваше отношение к машинам, дать понять, что обладание автомобилем может быть и вовсе очень эмоциональным. Уходила целая эпоха, ведь из международного чемпионата ралли уходила империя Фиат во главе с Джанни Аньелли, который зорко следил за успехами своей гоночной команды. И вместе с этим, конечно же, можно подвести черту под успехами легендарного раллийного двигателя Twin Cam, который, как известно, в различных модификациях одержал аж 10 чемпионских титулов. Это можно считать самым успешным двигателем в истории международного ралли. Там где-то в 80-х остались воспоминания и сердца тех людей, которые гоняли на этих автомобилях. Гонщики, которые вначале, казалось, с каким-то скепсисом встречали эти машины, тем не менее вспоминают с такой теплотой то время про свои путешествия по миру, по Африке. И я очень часто смотрю эти интервью, и они как-то выглядят очень так лампово и приятно, и видно, что отношения между ними в те времена, они были немножко другими, не были столь коммерческими и продуманными, как они бывают сейчас. Давайте подведем все-таки итог, и я вам расскажу одну коротенькую историю. Дело в том, что когда я восстанавливал эту машину, я думал, что мне нужно... не хватает ей какой-то одной очень важной черты. Этой важной чертой, мне казалось, будет автограф одного из гонщиков, которые гонялись на этой машине. И этим гонщиком стал двукратный чемпион, человек, который одержал 2 чемпионских титула за ее рулем, финн Юха Канкунен. Мы связались с его гоночной школой, которая находится в Финляндии, и они оказались очень дружелюбными и сказали: да, без проблем, присылайте бардачок, и когда Юха будет у нас здесь на базе, он все подпишет. Так мы и сделали. Бардачок приехал, подождали примерно 2-3 недели, нам приходит имейл, Юха все подписал, мы готовы отправлять. Все, они отправляют, мы получаем посылку, ее распаковываем и видим, что там есть письмо. Я посмотрел в это письмо и заметил то, что отправитель там Юха Канкунен. Но потом я уже позже понял, что у Юхи Канкунена есть сын, которого тоже зовут Юха. Таким образом, его сын нам отправлял. И что самое интересное, что они живут в деревеньке, их дом находится на улице Юхи Канкунена, названной в честь этого великого раллийного гонщика. И самое главное, что когда я продавал автомобиль, одним важным условием было то, что я сниму этот бардачок с него, для того, чтобы его сохранить. И ровно так мы и поступили. Бардачок был снят, вместо него был поставлен другой. Я его поставил в рамочку, и он у меня висит на стене. Каждый раз, когда я прохожу мимо, я смотрю, и, наверное, мое сердце радуется тому, что я сумел сохранить деталь, которая являлась последним штрихом в восстановлении и строительстве этого легендарного автомобиля Lancia Delta Integrale.